Наверное, самые популярные на рынке Беларуси и России светильники от компании Ferron, известной своей продукции на рынке с 1999 года. В настоящее время данная компания выпускает, наверное, более 4000 наименований светотехнической продукции, включая в себя различные светильники, светодиодные, люминесцентные, уличные, автономные, также различные типы ламп, декоративное праздничное освещение и различные электронные комплектующие. Вы на канале у Белого дома. Сегодня на распаковке и знакомстве встраиваемый светильник Ferron, модель AL2110. Погнали! Для организации освещения во вновь ремонтируемой ванной своей я решил приобрести 4 таких светильника AL2110 компании Ferron под натяжной ПВХ потолок. Приобрел именно 6-ваттные светильники. В принципе, освещения 4 светильников будет достаточно. Температура цвета 4000 Кельвин, то есть чисто белый цвет. Данная серия светильников представлена линейкой с мощностью кратной 6 Вт, то есть 6, 12, 18 и 24 Вт. Данный светильник приобрел на рынке Минска. Этот светильник представлен по ценам где-то 4, 5 и даже 6,5 долларов. На официальном сайте Ferron Buy также существует и официальный сайт Ferron.ru. Данные светильники представлены по цене чуть ли не 10 белорусских рублей, что-то около 5 долларов. Но мне обошлись они за 4. Комплектация у них стандартная. Сам светильник, адаптер и небольшая вот такая мятая инструкция. На упаковке представлен внешний вид, габаритные размеры, то, что изготовлены они в Китае. Имеется защита IP20 и с обратной стороны технические характеристики данного светильника. Ссылка на официальный сайт. Значит, потребляемая мощность 6 Вт, напряжение питания, цветовая температура, световой поток 480 люмен. Корпус светильника изготовлен из алюминия и в нем установлено 12 светодиодов. Адаптер питания выглядит стандартно, как и китайские все адаптеры. Коннектор у него с ключиком таким, размыкателем. Поворачиваем и выдвигаем. Вот так выглядит адаптер внутри. Ничего сложного. Вот такая плата. Корпус светильника состоит из нескольких частей, которые скреплены между собой 4 винтами. И также для крепления имеются вот такие 2 пружинки. Внутри установлено 12 светодиодов. Мощность указана 5730, вероятно, тип светодиодов. 12 штук. Диаметр 45 мм. Это, я так понимаю, самой платы, наверное. Да, так и есть. Диаметр самого светильника порядка 82 мм, а отверстие под установку 75 мм. Ну и высота светильника 25 мм. Радиатором здесь служит сам алюминиевый корпус. Плата закреплена к корпусу 3 винтами. И, конечно, корпус очень легкий. Да, он алюминиевый. Светофильтром выступает вот такой вот пластик матовый и рассеивает обычное стекло, на которое также нанесена вот такая краска. И рамка. Лицо рамки такое неаккуратное, где имеются вот такие вот дефекты. Она пластиковая. Так, а внешний диаметр, это будет диаметр стекла, самый большой, 98 мм. Собирается следующим образом. Сначала ставится светофильтр матовый, затем стекло, затем пластиковая рамка. И все скрепляется такими винтиками. Так, а светит он вот таким вот образом. Кажется, что теплый свет. Да, он какой-то желтоватый. То есть часть светового потока выходит через стекло. И как бы получается такая еще рамка светящаяся. В Беларуси это очень популярный светильник. Именно компания Ferron. Но в то же время пользуется репутацией самого ненадежного. И многие торговые точки не работают с этой компанией.
Светильники другой модели этого же бренда Firon у меня в пользовании уже несколько лет, работают исправно. Кто-то приобретет, и светодиоды буквально начинают выгорать через несколько дней после установки. Тут как кому повезет, но в принципе брать можно. Вот так он выглядит в потолке. Здесь у меня установлены 4 подобных светильника. Раз, два. По углам 3-4 там. Освещения для ванной комнаты вполне хватает. Ну а с вами был Александр. Подписываемся на канал. И, конечно же, до скорой встречи. Пока.